Печенка кролика. Оказался страус, зебра, антилопа. И еще будет орикс. Медиум или не медиум, будет зависеть от повара. Чем знамениты местные устрицы? Где Атлантический океан сходится с миллиардовековыми дюнами. Это единственное место в Намибии, где нормальный, не жаркий климат. Главное не останавливаться. Привет, я Андрей. А я Маша. Мы пара, путешествующая по всему миру вдвоем. Мы просто едем и едим, используя различные способы передвижения в поисках самых красивых маршрутов и самой вкусной еды. Это удивительнейшее ощущение, когда после ночи в палатке и чистки зубов с помощью воды из бутылки ты попадаешь в мир, где есть игристые устрицы, красивая набережная, чистые постели и полотенца. А Ярик, смотри, как красиво из страусиного яйца. А вон кто, Ярик? Куропатки. Самый лучший трофей мира. Ребята, мы находимся в Whalefish Bay, это берег Атлантического океана в Намибии. И здесь колония котиков за 12 лет со 100 штук выросла на 250 тысяч примерно. И это большая проблема для экологии этого района. Никто не понимает, почему они так быстро выросли, и никто не может предложить решение, как их популяцию контролировать. У них здесь нет естественных хищников, которые на них охотятся, и они пожирают очень много рыбы. Каждый котик съедает, представляете, 250 тысяч, каждый котик съедает 3-4 килограмма рыбы в день. И рыбаки начали жаловаться, и никто не может предложить никакого решения. Они думали их колоть прививками, чтобы они были бесплодными. Дело в том, что самка котика, она все время беременная. После 10 дней, как она родит ребенка, она снова беременная. А самец спаривается с 40 или 50 примерно самками в день. И самки постоянно беременные, они рождаются и рождаются, и никто не понимает, что с этим всем делать. Посмотрите, черные берега, черные. Говорят, что Намибия – это сочетание голубого и желтого океана и песчаных дюн. Действительно так. Красиво, правда? Песок. Песок и белые самолеты, как облачки. Мы сейчас отправимся в такое путешествие полуторачасовое на самолете. Нам выдали, во-первых, для тех, кому может стать зле, пакетик
Еще нам выдали по водичке, и нам дали очень классные беруши, потому что в самолете будет очень-очень-очень-очень громко, но красиво. Да, кстати, полет на таком самолете стоит $220, да, не намибийских, а долларов США. Это немало, но я думаю, что впечатление будет прекрасным. И нам, надеюсь, повезет с погодой, не будет тумана. Потому что Намибия славится своими туманами, как и Сан-Франциско, впрочем. Потому что здесь холодное атлантическое течение встречается с очень горячим воздухом на намибийской пустыне. Дюны сменяются океаном, встречу двух стихий, а потом вдруг это лежбище морских котиков, сотни, тысячи, а потом как конфетти, цвета фуксии, розовые, фламинго. Это потрясающе здорово, потрясающе красиво. И земля, конечно, уникальная. Я никогда в жизни не видела Землю такой совершенной. Потрясающий полет. Он длится 1:40, и это очень интересно, потрясающе красиво. Это очень здорово. Очень рекомендуем. Мы даже, не сговариваясь, решили прямо там дать выбор вдвоем. Поэтому это наш выбор вдвоем в Намибии. На Walvis Bay, это промышленная добыча соли, они добывают 780 тысяч тонн соли в год. Это промышленная соль, которая идет для очистки бассейнов, для стиральных машин. Они не употребляют ее в еду, и она идет в основном в Центральную Африку, Камерун, Анголу, в эти страны. Посмотрите. Очень красиво. Очень много антилоп, спрингбок. Они едят здесь удивительные растения. Из-за этого их мясо и кровь становятся горькие. И поэтому за ними тут не охотятся. Поэтому они не убегают совершенно. Здесь можно их просто наблюдать. Вот. Они знают, что за ними не будут охотиться. Дюны немного черные, это железо. Поскольку дюны эти молодые, оно не красное, оно еще не оксидировалось. А у нас будут на пути еще и красные дюны, где железо уже за многие-многие миллионы лет оксидировалось и стало красным. Смотрите, на некоторых местах нет совсем дюн. Видите, плоская абсолютно земля. Это потому что эта земля очень соленая. Слишком соленая для того, чтобы растения на ней привязались и зажили. И, соответственно, ничего не задерживает песок и никак не образуются дюны. Вот такая природа. Очень красиво.
красиво. И нам попался, на самом деле, потрясающий гид под именем Курт. Вообще человек, который, по-моему, больше 60 лет здесь находится в Намибии. Он приехал из Германии маленьким мальчиком, сменил много работ. И сейчас вот возит такие туры на автомобиле. Я не знаю, сколько ему лет. Вот. Но у него все чудесно получается. Спасибо ему большое. Красавчик. Это шакалы, ребята, шакалы. Это шакалы, потому что у них лапки с подушечками и когти. Это единственное место в Намибии, где нормальный, не жаркий климат. И зимой, и летом здесь от 15 до 25 градусов. Вот такой перепад температуры. Все благодаря Атлантическому океану. Сюда приходит холодное очень течение. И каждый день здесь туманы, точно как в Калифорнии, как в Монтерее. Небольшой пляж сделали, 2000 километров всего лишь длиной. Но купаться сложно, потому что вода 10-18 градусов максимум. Зато очень богатая рыбой и очень богатая планктоном. Заметили фиолетовый песок? Это полудрагоценный... Это полудрагоценный камень, гарнет называется, полудрагоценный камень. Обычно, если вы находите крупные эти гарнеты, здесь должны быть и алмазы, потому что они всегда вместе идут. А Намибия, как мы помним, вторая в мире по добыче алмазов. Мы заезжаем в район дюн. Сюда можно заехать только когда вода ушла, то есть low tide. Отлив воды. Иначе вот после обеда сюда уже не заедешь. Посмотрите, какое узкое место между океаном и дюнами. Мы доехали с рейнджерами сюда, в дюны. И, по сути, они сделали то, что мы делаем на своих кемпах. Они выставили столы, привезли с собой бокалы, наливают в них игристое. Также достали устрицы и всякие разные морские закуски. И я практически в своей стихии. Итак, устрица. Устрица, она гермафродит. Поэтому во всех ресторанах ее всегда подают на льду. Температура должна быть, она и растет в холодной воде. Почему? Потому что она мальчик. Как только температура становится выше 20 градусов, она меняет пол, выкидывает всякие женские дела вот сюда и становится безобразно невкусной. Поэтому устрицы всегда только в холодной воде. В ресторане всегда на льду. Если вам принесли устрицы в теплую погоду просто в тарелке, считайте, что это пропавшая еда. Поэтому welcome, Намибия. Лучшие устрицы планеты, очень вкусные, все почти полностью их потребляет Китай, ну и мы, конечно, здесь. Всем. Класс. Браво, спасибо тебе огромное. И такое небольшое дополнение. Чем знамениты местные устрицы? Для того, чтобы устрица выросла в привычной нам среде, например, во Франции, ей нужно для этого в среднем около 3 лет. Но здесь, в Намибии, в районе этого бэя и в районе города Свакампунд очень большие течения, холодная вода и очень много планктона. А устрица — это животное, которое фильтрует воду каждый час, где-то 3 литра воды она фильтрует. И здесь устрицы вырастают приблизительно месяцев за 9, одна устрица. То есть 3 года и 9 месяцев — это достаточно большая пропорция. Они здесь очень мясистые. Они здесь
сладко-морские, но не приторные. И на самом деле это одни из самых вкусных устриц, которые я когда-либо ела. На втором месте американские устрицы. Класс. Потрясающие места на планете. И они все наши, смотри. То самое легендарное место, где Атлантический океан сходится с миллиардовековыми дюнами, и мы находимся в Намибии. Класс. The best way. Medium. It's up to you. Значит, я заказала 4 куска мяса, антилопу, потом будет зебра, страус и еще будет орикс. Тот самый, который гуляет вокруг наших домиков. Я попросила the best way, то есть medium или не medium, будет зависеть от повара. Я еще могу понять, как отличить страуса, да, это более такое темное мясо, вот похожее на полупечень, полуутку. Все остальные для меня во внешности вообще едины, а вот по вкусу посмотрим. Итого в моей тарелке оказался страус, орикс, зебра, антилопа. Для того, чтобы вы сейчас не содрогались, когда я буду вкушать зебру и не думали, о боже, как она может это делать. Скажу, что в Намибии очень любят свою природу, очень ее охраняют и четко регулируют популяцию особей. Поэтому всю дичь, которую вы можете попробовать в ресторане, купить в магазине, где-нибудь еще, это та дичь, которую есть можно, без зазрения совести. Страус совершенно не похож на птицу. Он скорее туда ближе к телятине и говядине. Очень насыщенный. Орикс менее выраженный во вкусе, чем, скажем, страус, который был до. Нет какого-то прямо особо выраженного вкуса. Это просто классная прожарка medium rare мясо. Дикое. И оно, кстати, мягче, чем страус. Хотя, казалось бы, страус птица. Сейчас я буду пробовать зебру. Я помню, какая зебра получилась резиновая у нас. И попробую ее в правильном исполнении. За счет того, что это дикое животное, оно обладает очень интенсивной мускулатурой. Поэтому просто так, как с обычным стейком, здесь приготовление не получится. Его нужно чуть более прожаривать и чуть более дать волокнам приготовиться. Это гораздо более мягче, чем у нас. Но если бы мне дали на выбор орикс и зебру, я бы не отличила их. Последний кусок мяса. На самом деле я намереваюсь все это съесть.
после видео. Но последний кусок мяса – это антилопа. Та самая, которую можно в достаточно больших количествах увидеть в любом парке. Она может даже перебегать вам дорогу. И сейчас я ее съем. Кстати, антилопу я выбрала самый последний, и она меньше всего приготовилась. То есть она, если ты посмотришь на срезе, она совсем сырая. Но она из всех, а я имею в виду зебру и орикса, она самая мягкая. Но страус по вкусу вываливается из всей этой компании. Ребята, начинаю в себе сомневаться. На тарелке 3, помимо страуса, одинаковых куска, очень вкусных, нужно признаться, мясо. И это здорово. Кому бы я дала первое место? Ну, прям сразу этой тройке отдала бы. Пусть делят сами. Это самая древняя пустыня на Земле, пустыня Намиб, долина Сосусвлей, смерти или долина мертвых деревьев. Смотрите, какая здесь красота. Когда-то здесь было озеро, подземная река, она высохла, деревья умерли. Невероятная красота. Мне пришлось встать в 4:30 утра для того, чтобы добраться сюда на рассвете. Ехали 10 километров по песку, вот, на полном приводе, на пониженных. Главное не останавливаться было. Ну, для того, чтобы вот увидеть эту красоту, это стоило. Своих разбудить я не смог. Они сказали, что мы не будем лазить на самую высокую гору песка мира. Самая большая ценность этого путешествия, что ты попадаешь в места такие, где вот эта мощь и величие природы, сотворенное ни годом, ни двумя, ни десятилетиями, ни сотнями, ни тысячами лет, помогает тебе понять, как мал человек, да, со своей его невероятной вообще жизнью. Муравьи, ты хочешь сказать, да? Да. Я считаю, что это одно из самых наших интересных, удивительных путешествий. Да, на самом деле, ребята, столько эмоций получили новых в этой Намибии, столько переживаний, столько опытов. Ну, хватит на многие поездки. Я уже давно так не радовался, как ребенок, да, увидев там слон, носорог бежит с маленьким носорожком, да. Он от нас убегает, давай что-то делать, давай его догонять. И это новые эти эмоции, новые переживания. Просто здорово. Не знаю, вернемся мы ли когда еще раз в Намибию. Ну, это то место, куда хочется вернуться, да. Это совершенно уникальный уголок. Очень здорово, что они сохранили многое в заповедниках, строжайший контроль, законсервировали эту природу, да. Например, за нами дюна, на нее нельзя подниматься, вокруг нее нельзя летать дроном, да. Молодцы, они берегут здесь эти рейнджеры. Давайте оставим Землю чистой для наших поколений. Пусть наши дети, наши внуки увидят прекрасную планету Земля, да, что можно еще сказать. У Маши были слезы, когда она видела эти сотни тысяч лежбищ котиков морских с самолета. Это просто впечатляет. То есть здесь дюны, здесь океан. Там фламинго взлетают, да, фламинго тут котики. Знаете, как в фильмах про эпоху неолита, про динозавров, про Пандору какую-то, да? Ну, здорово.
Это было очень круто. Спасибо Великолепно. тебе большое. Это были вдвоем из Намибии, и это наш охренительный выбор. Да, В принципе. путешествуйте. Так, это термитник, примерно 5 метров высоты. Термитом, вот чтобы такое построить, уходит примерно 3 года. Здесь ширина вот эта примерно 30 сантиметров, так что если я буду ковырять палкой туда внутрь, то у меня, скорее всего, не получится, потому что оно твердое, как камень. Они используют частицы песка вперемешку со своей слюной и, ну, типа маленькие частицы дерева, типа как пчелы добывают, чтобы строить свои улья. Внутри, через 30 сантиметров, система ходов. В самой нижней отсеке живет матка, ниже матки там склад, ну, всякой пищи, типа, чем они там питаются? Деревом. И грибы они еще выращивают. Примерно здесь в середине система ходов рабочих. Они там что-то работают, делают, добывают грибы себе. И вот все.